Страж не хочет подходить просто к ратуше, прям и близко не хочет. Я не понял, а как эта стрела так пролетела через весь центр? Всем привет, ребят, начался у нас второй раунд, поэтому давайте перейдем посмотрим, что у нас. И начнем второй раунд с моей атаки. Первый раунд есть на канале, мы проиграли, я уже показывал. Обидно проиграть, конечно, вообще обидно, когда ты выбиваешь 14 трех из 15 атак на лиге и проигрываешь, прям трэш какой-то. Ну, такая ситуация у нас в первом чемпионе, поэтому тут ничего не сделаешь. Так, по атакам у нас однуха уже есть, показывал в предыдущем ролике. Кто не смотрел ролики с первого раунда, можете посмотреть, ссылка есть в описании. Давайте, наверное, я сделаю себе атаку на 10 номер, и дальше уже покажу, полностью разберем ситуацию со второго раунда и посмотрим, что у нас по атакам будет. Если будут еще атаки, кроме моей, какие-то интересные в онлайне, то я, конечно же, покажу. Что у меня по атаке на эту базу? Смотрите, я хочу закинуть королеву со стрелой с нижней стороны через адскую башню. Ну, получается, кину как стрелу королеву между вот этими двумя зданиями. Чуть правее здания пособираю. Если не будет эсил, будет все ок, королеву прожму в адскую башню, и стрела должна будет пролететь через центр. Сверху дюк вниз, и тряски, понятное дело, на монолит с клановой крепостью и башню возмездия. Дальше у меня опять же будут всадники на драконах с драконами, с принцем и с хранителем. Армия под бустом, все готово, по банкам все есть, в принципе все у меня, все, что я хотел взять с собой, я взял, поэтому идем, будем думать, что мы будем делать. Так, вся армия у меня помещается на экране, поэтому отлично. Вот это вот... Теслы, так и знал. Блин! Кстати, Тесла внизу, можно было просто в нее прожать королеву. Ну, уже поздно. Огонь, сейчас я королеву как прожму, только... выкинем. Так. Смотрите, что я делаю. Кидаю королеву, сразу и прожимаю. Сразу закидываю две тряски, не там, где надо, их кинул, конечно же. Ну что, еще две закинем, заберем все-таки. Я до сих пор... Я кучу трясок, короче, всрал, не сбрал монолит, прикиньте. Но Теслы внизу просто все пересрали мне. Жесть, с монолитом жесть просто. Давайте так, тотемчик, осадку и всадников закидываем, потому что лажа. Принца. И, короче, все просто не по плану с этим монолитом. Не знаю, что получится, сейчас будем смотреть по ситуации. Но, кстати, ну, то, что Теслу внизу я не заметил сразу, это плохо, потому что я мог на ту Теслу просто прожать королеву, было бы просто бомбезно. Вот, но сразу этого не сделал. Давайте резнем дюка. Надо 2 тотема на башню возмездия оставить. Пару гоблинов дать на почистку, чтобы проще немного было. Яд мне в принципе не сильно нужен, хотя яд я кину в этого, в дюка. Давайте вот так, наверное. Я бы прожал принца. Что я не понял, что у меня с принцем вышло. Кто там с принца вообще вышел? Не знаю, я не удивлюсь, конечно, если вот такая атака зайдет на треху, потому что есть ресалка еще для дюка, немного армии сверху. Но это все очень криво. Прям это максимально криво, как только может быть. Так. А знаете что? Это реально будет треха. Потому что я ресаю дюка, я выкидываю свой добив, и это треха, и максимально... Блин, жесть, максимально косо. Ну, короче, так я не думал, что я так облажаюсь с Теслой. Поняли, да, что бы у меня было в начале атаки? Камеру забыл, короче, сразу включить. Ладно, ничего страшного. Короче, ну поняли, да, что я в начале атаки сделал не так. Я подумал, что Теслы могут быть справа-слева, ну, поэтому у меня были супершары. Но то, что Тесла будет прям в самом низу, ну, я об этом не подумал, это в принципе нелогично, потому что если тут внизу Тесла, то ты просто кидаешь королеву, прожимаешь Тесла, она летит тебе стрела через всю базу. И прямо максимально удобный вариант для себя. Я даже не рассмотрел, что внизу может быть Тесла, если бы рассмотрел такой вариант, а любой лучницей муха просто бы выманил и все. То я кидаю гоблина, выходит Теслы,
Я такой начинаю шарами убивать эти Теслы, а Тесла внизу, короче, такая здрасте. Ну и все. Ну и дальше уже пошло, да, все косо криво. Эта Тесла мне просто все перепортила. Во-первых, ну хотя бы я этих мушек отманил, как скелетов отманил где-то кверху, чтобы королева в них не сагрилась. Дальше королева нормально все кинул, прожал. Но вот, стрела полетела прям хорошо. Но то, что я еще трясы не кинул в клановую крепость, как запланировал сразу, тоже кос получилось. И в итоге у меня осталась башня возмездия. Ладно, ждем, пока остальные ребят будут делать атаки. Что-то интересно будет, я обязательно покажу. У нас тут еще атаки. В онлайне еще парочку запишу. Так, здесь драконы, всадники на драконах. 4 тряски, походу. Стрела будет с дюком. Королева со стрелой и дюк с ранцем. Прям отлично. Посмотрим. Так, хорошо, стрела прям с дюком отлично пролетели, да? Да, забрали. Весь центр вынесли. Единственное, что монолит стоял сбоку, поэтому его не тронули. Все остальное прям жирно так вынесли. Но тут, мне кажется... Знаете, когда начало хорошее, я уже говорил много раз, если начало хорошее, то трешка с вероятнее всего, то это треха. Поэтому тут тоже мне так почему-то кажется. Да, немного эта штука дамажит, но... еще хранитель был с фаером. Вот неожиданно. Я думал, хранитель со здоровьем, потому что драконам здоровье не помешает. Но тут, знаете, фаер тоже забирает деф, поэтому нормально. Что-то мой кот куда-то постоянно ломится. Так, что у нас есть? Король с умением, с лошадкой и с... король вообще еще не был высажен. С лошадкой и с перчаткой, да? Да. Пока норм. Рисовка для дюка. Осадная машинка еще живая. Прям полная. В ней тоже что-то будет. Ну, я думаю, треха будет. Как бы заберет. Да. Да, трешка. Хорошо. Хорошо, но соперники пока что еще ни одной атаки не слили, поэтому, знаете, тут, если они не будут сливать дальше, то трехи бей не бей уже поражение может быть. Но все равно это не значит, что надо сливать атаки. Следующая атака на 6 номер. Что у нас не успел. Ну, на начало атаки не успел, не увидел, что забрала стрела. В центре что-то вынесли. Походу монолит, ну нет, монолит стоит. Я не понял, что забрала стрела. Не попали немного в башню возмездия. Не добили арбалет, не клановую крепость. Будет пересмотреть потом. Домики строителя забрали точно. Что еще непонятно. Ладно, всадники пошли снизу с осадной машиной, с хранителем. Дюк с королем влево утопали, в принципе, неплохо. Да, они там левую часть нормально так подобрали уже. Треха, ну, знаете как, судя по тому, что я, да, вот криво свою атаку делаю этими всадниками, и треха зашла, мне кажется, что здесь тоже будет, потому что еще банки есть. Мороз, ярость. Ярость, дракончик, короче, под яростью добил королеву, да, нормально. Плюс еще есть ресалка для дюка, потому, да, вот ресает дюка, потому, да, добивает. Баз армии, кстати, много осталось. Я иногда вот смотрю на атаки, не понимаю, нафига вообще мы тратим, вот я там, многие тратят стрелу с кучей трясов, с дюком, чтобы что-то забрать, знаете, когда сложно забрать, когда можно просто оставить эти банки на армии, забрать армии, ну и забрать просто армии без этих всяких умений тоже так же базу, иногда непонятно. Вот. Ну, в принципе, кому как нравится, знаете, кто как играет, я так же само. Дальше атаки я что-то не совсем успеваю. Не успел, в этот раз прям огонь успел в самое начало, супер. Что у нас? Тотем? Что? Тотем сагрил на себя. Я не понял, если честно, что сейчас было с тотемом, что это за прикол. Но мы сейчас разберемся. Я так понял, тотем должен был сагрить на себя стража, и через стража королева должна была пульнуть стрелу. В принципе, так и получилось, за исключением того, что не забрали башню возмездия. Но клановую крепость забрали, и тот там в центре было тоже забрали.
в самом центре, походу, временное это здание. Не обратил внимания, что там было. Скорее всего, что источник лавы. Задумка, конечно, вообще огонь. Я бы в жизни, наверное, не додумался так сделать. Если бы я что-то и делал, то я бомбером бы, наверное, пытался пробить забор, чтобы королева в ратушу стреляла. Но так, слушайте, огонь получилось. Ну и всадники с драконами, понятно, что... Да сейчас прям всадники с драконами вообще после обновы тащат просто, ими все выносят. Знаете, как даже если все идет криво, косо, боком, вообще непонятно как, все равно всадники с этими драконами просто забирают базы на трехе, и при этом еще остается армия, еще остается время. Прям вообще хорошо. Ну, с одной стороны хорошо, это когда ты атакуешь, конечно, но вот с другой стороны, когда тебя атакуют, и ровно так же получается все как-то не очень. Особенно неприятно, знаете, тебя вроде бьют, ну, какую-то вашу базу на карте, и кажется, что все закончилось, вся армия закончилась, но, блин, какая-то веселка дюка поднимает, и все, и треха. И так постоянно происходит, и тут, походу, игра не на скилл, а на то, чтобы... кто ошибется в лиге, хоть разочек, да, тут и проиграл, походу. Вот такая вот лига у нас сейчас. Так, следующая атака. Я смотрю и как-то не открываю. 4 секунды. Тот же самый, та же самая тема, как и с первой атакой была, но здесь страж близко не подходит, поэтому стража королеву запульнуть, скорее всего, что не получится. Реально страж близко не подходит. Интересно. Интересно, что будет делать. Что думаете, ваши ставки? Еще один тотем. Но страж не хочет подходить просто к ратуше, прям и близко не хочет. Хотя королева, кстати, я не понял, а как это... Жесть, как эта стрела так пролетела через весь центр, я что-то не сильно понял. Потом на повторчике пересмотрю, но стрела, посмотрите, просто огонь как пролетела. И походу он стал так близко к забору, чтобы королева смогла достать до него из-за заборинки именно страж. Поэтому так получилось. Ну, со стрелой огонь. Ладно. Тут не поспорю. Но предыдущим стражем было, мне кажется, немного проще, который, ну вообще, который бревно кидает, он ближе подходит, ему ближе надо подойти. Поэтому с тем стражем это сработало лучше. Здесь стрела как-то идеально пролетела, не знаю. Так, что вообще по банкам еще? Ну, армии много, с левой стороны достаточно армии, с правой стороны еще дюк живой, плюс ресалка, да, одна есть. Там король уже откинулся, ну, королеву, то и ладно. ПВОшек нет, ни одной ПВОхи нет, вообще ничего. Там на дефе из серьезного дюк, наверное, да. Это самый серьезный деф, но что там есть. Но он сейчас все, он закончился, короче. Такая вот атака получилась. Я вначале подумал, что все, гайки. Я бы в такой ситуации, не знаю, я бы смотрел сразу, где в другом месте кидать стрелу, потому что, ну, раз страж не подходит к забору, значит что-то не то. Вот, но видите как, не все в атаках теряются, и как бы все равно все хорошо получилось, прям огонь. Вообще атаки прикольные, много прикольных атак есть на лиге. А, Следующая атака, последняя, наверное, будет, потому что я не знаю, когда там ребят будут следующие атаки делать. Если еще на что-то попаду, то покажу. Так, дюк, королева стрела напротив, забрали клановую крепость, одну башню, эту огнестрельную пушку. И с правой стороны там что-то еще забрали, ходу арбалет. В принципе, неплохо. Монолит, конечно, остался с башней возмездия, но стрела, она не такая широкая, поэтому тут их неудивительно, что их не забрали. Плюс, опять же, драконы. Много атак драконами в этом раунде. И, в принципе, а почему нет, да? Если драконы заходят, то почему им не играть? Сейчас, я думаю, сейчас все, наверное, повыкачивают драконов, поймут, что драконы прям тащат. И будет, знаете, как был момент, все играли этими метателями, или почти все. И сейчас почти все перейдут на этих же драконов. Игроки подстраиваются под мету, мета меняется, и игра меняется в какой-то момент. Хотя сейчас вот мы играли предыдущий раунд, я снимал тоже в первом раунде, в первом ролике.
Вот, там соперники наши играли, блин, абсолютно всем. Там были корни, и наши вроде ребята атаковали, тоже разные миксы были. И корни, и шары, и драконы, и еще там что-то было такое наземное. И метатели были, и как бы все заходит на трехе вообще. Но с драконами это прям вообще отдельная история, потому что на трехе заходит даже там, где не должно заходить. Вот. В этом смысле имеется в виду мета, но вот, короче, как-то так. Такая вот треха получилась. Что у нас осталось? У нас еще две атаки осталось, соперников еще 5 атак. Но пока что от нас один слив был, от соперников еще ни одного. Надеяться, что они за 5 атак сольют 2, ну прям очень сомнительно, прям очень. Но всякое бывает, поэтому посмотрим, как закончится раунд, и сейчас все увидим. Закончился, ребят, второй раунд у нас по результатам, ну, видно, да, 42-45, опять проиграли. С нас вообще тотал выбили. Короче, на фоне таких соперников кажется, что мы еще и плохо играем, оказывается, потому что, ну, по крайней мере, по результатам, блин, 44 выбиваешь, проигрываешь, 42, понятно, вообще с нас тотал выбили. Ну, короче, как-то так. Давайте покажу, что у нас по табличке вышло. Ну, эту таблицу мы вообще тут на последнем месте, но я думаю, что будет ближе к концу раунда видно, к концу лиги видно, что там на самом-то деле происходит. По второму раунду, вот он, второй раунд. Два клана выбили вообще тоталы во втором раунде. Один клан 44, вот мы сейчас, кстати, в следующем раунде с ними играем, посмотрим, что там у нас будет. Остальные, ну, короче, все выбивают 40 плюс. Конечно, жирно все играют, потому я не знаю, у меня даже иногда возникает сомнение, что даже 4 места повышается вот в группе, и вопрос, а попадем ли мы в эти первые 4 места. Но посмотрим дальше, будет, в следующих раундах будет все как-то яснее становиться. Пока что так. Все, по результатам по этому раунду мы закончили. Я перехожу к третьему раунду. Третий раунд, конечно же, будет в следующем ролике. Атаки уже начали делать, пока что у всех трехи летят, но посмотрим уже. а, Посмотрим в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь на канал, ребят, смотрите. Кто не смотрел предыдущий день, на канале уже есть ссылка в описании. Будет следующий ролик, будет на канале завтра. Поэтому наблюдаем, смотрим, что у нас из этого всего получится. Получится ли вообще подняться, потому что у меня какие-то сомнения начинают появляться. Но кто знает.